В этом выпуске мы с вами отправимся в длительное и очень опасное путешествие в Чернобыльскую зону отчуждения. 26 апреля 1986 года в ходе проведения эксперимента и испытания турбогенератора в 4-м энергоблоке произошел взрыв, который полностью разрушил атомный реактор. Чернобыльская авария – это трагедия, которая привела к самому масштабному радиоактивному заражению территорий в истории всего человечества. В 2022 году нам остается только наблюдать, как советские дома разрушаются и просто уходят под землю. Возможно, через несколько десятков лет мы уже никогда не увидим, как выглядят ужасные последствия той аварии, а может быть, заброшенные села и города в 30-километровой зоне отчуждения будут опять заселены людьми, и жизнь снова вернется в эти места. Доброе утро всем, кто меня сейчас смотрит. На часах 9 утра, и мы с командой уже выдвигаемся в зону отчуждения. В этом большом выпуске я расскажу вам о том, как попасть в зону простому туристу, с какими сложностями можно столкнуться, как проходит все путешествие, цены и самое главное, мы покажем вам пейзажи и ту атмосферу, ради которой сюда стоит поехать хотя бы однажды. Мы выехали ранним утром, чтобы не попасть в серьезные пробки. Наш маршрут начался из Киева, пролегая через многие населенные пункты. В общей сложности длина пути из дома до зоны составила 113 километров, а первой серьезной остановкой был КПП «Детятки», который просто так не пройдешь. Сейчас мы находимся под КПП. Здесь категорически запрещено снимать из-за соображений безопасности, так как зона отчуждения – это режимный объект, но, к сожалению, администрация сама себе противоречила, когда размещала знаки «Съемка запрещена», потому что даже на Google картах КПП «Детятки» сразу открывается с фотографиями от самого владельца. «Детятки» – это тот самый пропускной пункт, к которому вы приедете в первую очередь, если захотите посетить зону. Прямо здесь проводится досмотр туристов, транспорта и всех документов. С шансом 50 на 50 полицейский может попросить вас показать личные вещи, но это делается лишь для того, чтобы избежать провоза запрещенных вещей. Тот, кто еще ни разу не был в зоне, навряд ли знает о том, что находиться здесь можно только при наличии специального разрешения. Для того, чтобы его получить, нужно заранее подать документы для того, чтобы вас проверили и выяснили, что вы не несете потенциальную угрозу. Я не могу не согласиться с тем, что правила здесь действительно жесткие, но таково законодательство Украины, и без этого вы, к сожалению, в зону не попадете. Кстати, если вы планируете поехать сюда летом, ни в коем случае не одевайте шорты, футболки и прочую открытую одежду, потому что вас отправят домой без разговоров. На КПП всегда большой поток туристических автобусов, очень много людей, и церемониться здесь точно никто с вами не будет. У работников просто не хватит на это времени. Нам выдали индивидуальные накопители радиации, которые в конце путешествия покажут накопленную дозу. Полицейский поднял шлагбаум, и мы проехали Детятки. Теперь нам нужно было проехать 21 километр по зоне отчуждения, чтобы попасть в город Чернобыль. Именно здесь, в единственном живом городе, прячутся поистине настоящие чудеса. Чернобыль действительно заселен людьми. Это работники станций, магазинов, отелей, а также вахтовики, полицейские, пожарные и сотрудники военизированной охраны. Сам по себе город довольно маленький, но тут есть практически все, что необходимо человеку. Единственное, чего не хватает этому городу, это наличие аптеки и больницы. Тот Чернобыль, который вы себе представляли, совсем другой. Этот город не мертвый. Если выйти вечером на улицу, то можно увидеть свет практически в каждом окне. Предприятия продолжают функционировать, а люди продолжают ходить на работу. Здесь все живут так же, как и в 1986 году. Говорят, что в Чернобыле есть 5 продуктовых магазинов, но нам удалось найти всего лишь 2. Этот гриль-бар когда-то назывался «Разбитая морда», который был здесь самым известным. Теперь это тихое место, которое носит название «Пикник на обочине», взятое из повести братьев Стругацких. В этих магазинах можно купить все, что угодно. Молочные и мясные изделия, бакалея, сладости, пиво на разлив, хозяйственные и косметические товары. Все продукты привозные, соответственно, никакой радиации в них нет. Все всегда очень вкусное и свежее.
Для удобства есть даже терминал и банкомат, огромный выбор сигарет и стиков и небольшая сувенирная лавка. Единственное «но» – алкоголь здесь продается только с 7 до 11 вечера, чтобы работники зоны отчуждения не пили в рабочее время. Друзья, наконец-то мы добрались до первой шокирующей остановки, назовем ее нашим пунктом А, и добро пожаловать в отель города Чернобыль. Да, здесь действительно есть отель, скажу вам больше, их здесь целых 3. Это 5-звездочный отель «Десятка», более бюджетный скромный хостел «Припять» и отель «Полесье». По качеству ничем не уступает «Десятке», но стоит на порядок дешевле. Мы сегодня ночуем в «Десятке» и очень рады, что сегодня, благодаря этому выпуску, мы можем провести эту ночь в тепле и уюте, а не в лесу и в палатке, как мы делали это раньше. Да, на первый взгляд, это, конечно, не отель класса люкс, здесь нет ни сауны, ни бассейна, ни террасы с гамаком и летними коктейлями, но, ребята, здесь действительно можно остаться на ночь. Вы сможете согреться, посмотреть телевизор, воспользоваться даже Wi-Fi. Этот отель просто максимально прост, приятен и комфортен. Не будем забывать то, что мы сейчас находимся не в хостеле Нью-Йорка, а на режимном объекте. От нас до Припяти сейчас ровно 20 километров и 24 минуты езды, если ехать очень медленно, рассматривать пейзажи вокруг и проходить еще один КПП. В общем, самое главное, это чтобы у нас сегодня была крыша над головой, а если она выглядит вот так, как этот отель, то ей просто нет цены. Ну, а если вы все-таки не хотите спать здесь, то будьте добры, идите ночуйте в лес. Здесь, конечно, вам никто не скажет так, но просто будьте готовы к тому, что если вы привыкли жить в максимальном комфорте, то здесь вам будет слегка непросто. А сейчас я проведу для вас полноценный рум-тур отеля «Десятка». Скорее заходим, поехали. Первое, что бросилось в глаза, это суши, которые здесь могут вам приготовить. Сюда приезжают гости из разных стран, и каждый отель старается угодить своим посетителям. Конкретно здесь есть хороший ресторан, много номеров на первом и на втором этажах и еще один магазин сувениров на тот случай, если вы все еще забыли их купить себе на память. Нам выдали ключ от нашего номера, и мы отправились искать его через длинный бирюзовый коридор. Наш номер сегодня под цифрой 6, почему-то для меня это счастливое число всегда, и добро пожаловать в наши апартаменты. Включим свет. Мы сейчас снимаем специально без дополнительных источников освещения, без наших фонарей, потому что мы хотим передать вам конкретно эту атмосферу номера. Вот как бы было, если бы вы сейчас оказались на нашем с Сережей месте. Здесь у нас для каждого есть набор полотенец. Полотенце для рук и полотенце для душа, для тела. И самое интересное — это вид из окна. Очень и очень много заброшенных домов рядышком. И окна, специально из которых достаны... Ой, буханочка. И здесь на окнах специально нету ручек для того, чтобы туристы не открывали окна и не выпрыгивали через окно. Следственно, поэтому здесь даже стоят решетки для того, чтобы туристы не убегали в лес. Учитывая то, что сейчас зима, батареи топят довольно слабо и всегда добавляют дуйки, такие штучки, которые нагревают дополнительно воздух, они сейчас здесь не нужны, здесь очень и очень тепло. Здесь дополнительно поставили обогреватели, сейчас вот он просто шкварит, реально мне согревают очень сильно руки. Шкаф небольшой, но я думаю, сюда, когда ты едешь в зону отчуждения, тебе много вещей с собой, по сути, и не нужно. Здесь есть два набора тапочек. Одни вот у меня в руках, вот так они выглядят. И вот здесь, наверное, скорее всего, что это мыльце. И также есть щеточка. Я думаю, что либо для одежды, либо для обуви. Также есть телевизор. Какой-никакой, это, конечно, не плазма, но это, ребят, телевизор. Здесь есть Wi-Fi, и мы сейчас подключимся к нему, зайдем в интернет и будем чувствовать себя просто вот так. Отлично. Над обогревателем у нас висят правила пользования электрическими приборами обогрева. Здесь все продублировано на украинском языке и на английском также для туристов, которые приезжают из-за границы. И еще напоследок у нас здесь есть вот такая замечательная картина. Это Венеция. В номерах отеля «Десятка» нет ванной комнаты. Здесь есть 2 душевые, но они, к сожалению, предназначены для общего пользования.
Тем не менее, в каждой из них очень даже неплохо. Тут работают замки на дверях, чистые умывальники, душевые кабинки и, конечно же, есть горячая вода, а это как минимум зимой очень важно. Здесь воду обеспечивает вот такой большой котел на стене, так что без душа вы тут точно не останетесь. «Десятка» — это настолько большая гостиница, что может позволить себе целых 2 обеденных зала. Оба из них находятся на первом этаже и всегда ждут вас на завтрак, обед, бизнес-ланч и ужин. А теперь о ценах и о номерах в отеле. Стандартный одноместный номер в «Десятке» стоит $30. Стандартный двухместный номер – $38. Также есть номер полулюкс по цене в $49. Завтрак в этом отеле всегда входит в стоимость номера, а вот за обед придется заплатить $10, за бизнес-ланч $6 и за ужин $7 американских долларов. В первом обеденном зале для вас по желанию могут приготовить пиццу или суши, а также тут есть большой бар с различными алкогольными напитками, соками и сладкой водой. В «Десятке», как и в любом другом магазине города Чернобыль, можно расплатиться банковской карточкой, что очень удобно. На завтрак нас ждала вкуснейшая запеканка, пшеничный и ржаной хлеб, компот и кубики масла. Мы уже было подумали, что на этом все, но, к нашему счастью, милая женщина-администратор, она же официант, принесла нам яичницу из 3 яиц с поджаренными сосисками. Выглядела она на отлично и очень аппетитно. После вкусного завтрака мы решили отправиться в эпицентр аварии. Путь из Чернобыля до атомной электростанции занимает 23 минуты и 19 километров. Проезжать их нужно было быстро, так как радиационный фон в некоторых местах там значительно увеличен. Давайте разберемся в показателях. В Украине принятой допустимой нормой для человека является 0,30 микрозиверт. Когда мы только въехали в зону, показатель гамма-фона был даже ниже, чем в столице, но чем ближе мы приближались к месту аварии, тем выше росли показатели на дозиметре. К примеру, возьмем Рыжий лес, где допустимая доза увеличилась в 13 раз. Рыжий лес был одним из первых мест, которое накрыло радиоактивное облако. Это одно из самых страшных мест в зоне отчуждения. Но более страшное место находится в центре Припяти. Это засыпанная снегом крышка с машины ликвидаторов. Показатель гамма-фона здесь просто страшный. Допустимая норма превышена в 86 раз. Длительное нахождение возле этой крышки или контакт с ней приведет к очень большим проблемам со здоровьем в будущем, поэтому ее лучше обойти стороной. На пути к реактору есть еще одно такое место, которое описано в правилах зоны отчуждения как участок дороги, который нужно проезжать со скоростью не ниже 60 км в час. Сделано это для того, чтобы человек как можно меньше времени находился в зоне с повышенным радиационным фоном и как следствие получил минимальную дозу облучения. Нашему дозиметру удалось зафиксировать максимальный показатель в 6 микрозиверт. Это в 20 раз больше, чем допустимая норма. Удивительный факт. Возле самого 4-го энергоблока самый высокий показатель, который мне удалось зафиксировать, составил всего лишь 0,93 микрозиверта. Радиационный фон увеличен всего лишь в 3 раза. Получается, что горячие точки находятся не возле ЧАЭС, а разбросаны по всей зоне отчуждения в разных местах. Благодаря тому, что реактор накрыт 2 саркофагами, одним бетонным и одним металлическим, радиация сдерживается внутри. Новый безопасный конфайнмент. Так документально называется саркофаг. Огромный защитный купол над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Это самое крупнейшее подвижное сооружение, фактически вес которого равен 31 тысяче тонн. Под нынешним саркофагом находится укрытие. Это название старой конструкции, которую еще предстоит разобрать, но сделать это можно будет не раньше, чем через 50-70 лет, так как радиация там все еще зашкаливает. Чтобы приступить к работе над таким проектом, нужны специальные роботы, а не люди, потому что никто не знает, что именно сейчас происходит в том месте, где случился сам взрыв. Для того, чтобы построить убежище, потребовалось 206 дней. Непосредственное участие в нем приняли более 90 тысяч строителей, а общее число ликвидаторов составило более 600 тысяч человек. Один такой саркофаг может служить около 100 лет, после чего придется вновь заменить его для того, чтобы радиация не выходила за его пределы. На ЧАЭС существует отдельная экскурсия, вы сможете зайти внутрь энергоблока и увидеть все своими глазами, даже постоять возле пульта управления, где в ночь с 25 на 26 апреля Дятлов приказал нажать кнопку АЗ-5 – ключ аварийной защиты.
Но предпочтительно рассмотреть четвертый энергоблок снаружи, на открытом воздухе, в единственном разрешенном месте для посещения, возле памятника строителям саркофага. На этом памятнике изображены две человеческие ладони, которые удерживают созданное ими укрытие разрушенного атомного реактора. Мы должны благодарить трех самых главных людей с большой буквы: автора и технического руководителя проекта строительства укрытия Владимира Александровича Курносова, научного руководителя проекта Владимира Григорьевича Осмолова и руководителя монтажных работ Владимира Ивановича Рудакова, а также 90 тысяч строителей, которые жертвовали своими жизнями и сохранили наш мир от ядерной беды. Остается только надеяться, что человечеству когда-то все-таки удастся устранить все последствия после трагедии в 1986 году, и люди больше никогда не допустят такой страшной катастрофы. Еще одна опасность в зоне отчуждения – это животные. Здесь они либо живут на контрольно-пропускных пунктах, либо бездомные и выживают как могут. Правилами зоны строго запрещено прикасаться к ним, так как шерсть накапливает много радиоактивных частиц. Порой даже в таких количествах, которые могут существенно навредить человеку. Эта собака забежала к нам в здание медсанчасти, а как вы знаете, это еще одна самая горячая точка в зоне. Я знаю, что этих животных хочется спасти, но сделать это невозможно, так как за такими действиями следует уголовная ответственность. Вы не имеете права нарушить законы радиационной безопасности и подвергнуть людей в незараженной территории огромному риску. Если вы все же коснулись животного или наступили на радиоактивный металл, при выезде из зоны отчуждения стоят специальные рамки радиометра загрязнения бета-активными радионуклидами. Они находятся на контрольно-пропускных пунктах и покажут чистоту вашей одежды, обуви и тела. Эти стойки оборудованы индикаторными панелями, на которых изображены участки тела, а также световой и звуковой сигнализацией, которая оповестит вас и дозиметристов о превышении заданного порога. Для прохождения рамок нужно положить руки ладонями на блоки детектирования. После измерения примерно через 4 секунды появится сигнал «чисто» или «грязно». Если вы чистые, то замок откроется, а если грязные, вы пойдете на дезактивацию одежды, обуви или тела. Для транспортных средств процедура проверки практически такая же. Сначала нужно проехать через рамки, а потом дозиметрист померяет дно автомобиля сверхточным и мощнейшим дозиметром. Если норма будет превышена, транспорт будут отмывать специальным химическим раствором. Эта огромная конструкция называется загоризонтальная радиолокационная станция «Дуга 5Н-32». До середины 80-х годов это был совершенно секретный объект, который позволял отслеживать высоколетящие ракеты на дистанции от 900 до 3000 километров. Ее длина достигает 150 метров в высоту, поэтому, чтобы не ползти по неудобным лестницам, здесь был предусмотрен вот такой лифт, на котором можно было подняться наверх достаточно быстро. Обойдя его, мы обнаружили вход в коммуникационный тоннель, прошли по нему и попали в комнату, где находились системы постоянного тока и системы подачи питания на узлы. Несмотря на то, что зоне отчуждения уже 35 лет, практически вся бумага здесь отлично сохранилась, поэтому можно без проблем изучить написанное или напечатанное. Последней остановкой нашего маршрута был город Припять. Чтобы туда попасть, для начала нужно выехать на единственную дорогу в ту сторону и проехать по мосту смерти. Легенда гласит, что ночью именно на этот мост выходили жители Припяти сразу после аварии и обсуждали, что же произошло на станции. Конечно же, этого не было, потому что в тот день большая часть жителей Припяти мирно спала и даже не слышала взрыв на ЧАЭС. В конце этой дороги, после моста, находится КПП «Припять». Нужно еще один раз отдать документы на проверку, и шлагбаум снова поднимут.
а за ним открываются пейзажи действительно мертвого города. Официально и неофициально в Припяти не живет ни один человек. В 1986 году жители города были эвакуированы в срочном порядке. Тогда их просили оставить все свои вещи, уверяя, что вскоре они смогут вернуться назад. Но, как известно, вернуться домой уже никто не смог. После этого красивая и процветающая Припять полностью опустела. Этот город ближе всего находится к атомной электростанции, поэтому после аварии был облучен больше остальных. Когда-то здесь ударными темпами возводились жилые здания, парки отдыха и дома культуры, а теперь Припять стала городом-призраком, который всегда будет смотреть на безжизненные улицы. Эвакуация жителей началась только через 36 часов после взрыва, а людей из городов и поселков переселяли в течение последующих 4 лет. Теперь эти дома нужны только сталкерам и туристам. По назначению, к сожалению, им уже никогда не существовать. Рано или поздно все эти здания сравняются с уровнем земли и просто исчезнут, но они навсегда останутся в нашей памяти благодаря записям на видеокамеры. В конце путешествия Зона вывела нас по прямой и бесконечно темной дороге. Она попросила нас не забывать ее и вскоре приехать снова. Мы пообещали ей обязательно вернуться, потому что мы и сами знаем, что Зона не отпускает никого и никогда.